Всем привет! В этом видео обзор моего нового офисного кресла Unique Hero, которое я приобрел в феврале 2021 года за $550 США. Правильнее сказать, это мой отзыв за 6 месяцев его эксплуатации. Покупал в минском интернет-магазине Евростул, ссылку на который можно найти под этим видео. Ну, вообще-то в Минске монополия на офисные кресла и столы, потому что найти данную модель можно в широко рекламированных магазинах King Style и Мир кресел. Причем при заказе в магазине Евростул кресла доставили транспортом магазина King Style. Похоже, это один учредитель. За 500 зеленых, точнее за 1445 белорусских рублей, кресла доставили уже в сборе. Мне же, как покупателю, хотелось бы оценить всю комплектацию. Возможно, там присутствовал какой-то инструмент, который мне уже не достался, а он будет нужен при последующей регулировке, подгонке по мере использования кресла. Мне же осталось только его пропылесосить, и можно присаживаться. Что же вы получаете за эти деньги? Ну, самое главное, это синхромеханизм, с помощью которого происходит регулировка кресла. Если вы рассматриваете к покупке мультиблок Top Gun, то это система другого уровня, и они уже будут значительно дешевле. В ортопедическом кресле Unique установлен самовзвешивающий механизм синхрон, то есть в нем отсутствует ручка регулировки жесткости качания спинки. Спинка откидывается с различным усилием, подстраиваясь под вес тела, которое на нее давит. Важная особенность таких механизмов – независимость спинки от сидения. Они же между собой не связаны жесткой сцепкой, и при откидывании спинки сиденье лишь слегка поднимается, сохраняя горизонтальную ориентацию. Спинка же откидывается максимум на 45 градусов от вертикального положения, что, впрочем, отличает это кресло от некоторых игровых, в которых механизм позволяет спинке принимать практически горизонтальное положение. Но это все же офисное ортопедическое кресло руководителя. В комплекте присутствует гарантийный талон, в котором указан срок всего 24 месяца, и кассовый чек. Здесь также представлены координаты магазина и проиллюстрированы популярные модели этого бренда. Но я уверен, что данное кресло мне прослужит более 10 лет. Сначала я рассмотрел покупки кресла Генедия за 2100 белорусских рублей, изготовленное в Тайване. Даже посетил офлайн магазин King Style и посидел в нем, опробовав, однако, и другие модели. И в сравнении с ними оно было намного удобнее. В марте 2020 года такое кресло стоило более $900 США. Сейчас оно стоит 68 тысяч российских рублей, ну я банально пожалел денег, но кресло шикарное. Практически только через год я вернулся к поиску кресла. Я искал модель исключительно с синхромеханизмом, подбирал уже скорее по стильному дизайну, потому что остановил свой выбор только на ортопедическом офисном кресле, которое вполне гармонично впишется в обстановку любой комнаты. Также критерием выбора была обивка из ткани и сетки, чего лишены все игровые кресла, поскольку прошлое мое офисное кресло с отделкой под кожу облупилось, хотя и прослужило около 10 лет. Но, правда, газлиф сдулся лет через 7. Купил данную модель и, впрочем, она меня устраивает. Кресло имеет современный вид, видно, что над ним поработали художники, создав такой оригинальный дизайн. Если рассматривать его сбоку, похоже на бегущую снизу кверху затухающую волну. В то же время, если взглянуть на спинку сзади, то поддержка спины по форме похожа на иксы. Кстати, весь синхромеханизм, крестовина и нижняя часть поддержки спинки, то есть та часть, на которую приходится основная нагрузка, изготовлена из металла. Полированные детали – это алюминий. Также из металла сделаны выносы и стойки подлокотников. Снизу установлены большие пластиковые ручки, чтобы ослабить крепление и сдвинуть или раздвинуть подлокотники. Ролики полиуретановые для твердых полов. Верхняя часть кресла, точнее рамка спинки, подлокотника, верхний X поддержки спинки, далее перемещаемые стойки подлокотников сделаны из качественного пластика. Эта полированная накладка из пластика через небольшой срок отлетела. Приклеена она была небрежно на полоску клея. Сами подлокотники из упругого, но все же мягкого пластика, на ощупь подобный каучуку. Они регулируются по высоте, причем доступны 4 фиксированных уровня. Для их перемещения нужно снизу вверх надавить двумя пальцами на рычаги. Подлокотники выдвигаются вперед и поворачиваются в обе стороны на небольшой угол. Со звуком трещотки поднимается подголовник, и его можно наклонять вверх и вниз. Его максимальной высоты достаточно для человека ростом до 180 см. При работе за компьютером он вообще не нужен. Я же его использую только во время отдыха. Механизм фиксации подголовника мне показался ненадежным. Винтами с двух сторон, причем такого шестигранного ключа у меня нет, поджимаются разрезанные шайбы, которые выполняют роль одного витка пружины. Внутри винты фиксируются каплей краски или клея. Но все же со временем при частом наклоне подголовника он начинает обвисать и требует снова поджимать винты.
Механизм подголовника несовершенный, имеет такой недостаток. Далее в этом варианте кресла используется спинка и подголовник из акриловой сетки, которая легко проветривается. Есть также модели кресла с мягкой тканевой спинкой и наоборот с сетчатым сиденьем. В моем варианте сиденье имеет пластиковую основу, на которую уложена мягкая толстая подушка из латекса. Она обшита прочной, но в то же время сетчатой продуваемой тканью. В моем варианте черного цвета, но есть модели и серого цвета. И имеется регулируемая поясничная поддержка. Сзади, ухватив пальцами за такие лепестки, также с трещоткой перемещаем выгнутую пластину на нужную высоту. Она перемещается за сеткой и таким образом выгибает ее. Синхромеханизм позволяет этой лапкой справа стандартно поднимать и опускать кресло с помощью газлифта. Рычаг немного спереди позволяет разблокировать и подвинуть сиденье вперед, а лапка слева разблокирует спинку для ее наклона, а затем, приняв нужный угол, можно снова заблокировать ее. Спинка имеет 4 фиксирующихся угла наклона. Если ее разблокировать, то можно качаться под весом тела. Кстати, кресло рекомендовано для использования человеком весом до 130 кг. Вес же самого кресла не маленький, 24 кг. Спинка только отклоняется, вверх-вниз не перемещается. И по итогу кресло мне понравилось качеством изготовления всех его элементов и их сборкой, возможностью различных регулировок и тихим ходом полиуретановых роликов. На нем можно вращаться, качаться и кататься. Но если вы долгое время проводите за компьютером, тем более в жаркое летнее время, то ноги на латексном сиденье все же потеют. Я рекомендую рассматривать модели с сетчатым сиденьем, хотя и не с таким мягким и удобным, как из латекса. Итого, за 6 месяцев использования кресло не заскрипело и не расшаталось. А к недостаткам я отнесу, конечно же, высокую цену. Отсутствие шестигранного ключа в комплекте для фиксации подголовника и его примитивный и ненадежный механизм крепления. Ну а также много полостей, на которых накапливается пыль. Ну а что касается бренда Юник, то качество изготовления кресел высокое. Пошив тканей, качественные швы ровные, нитки прочные, не торчат. Литье всех пластиковых, металлических элементов, их подгонка хорошая, негатива не вызывают. Мне все в нем нравится, поэтому советую к приобретению. Ну а вас благодарю за просмотр, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и до встречи здесь же. Пока.